Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И тема нашего с вами сегодняшнего видео — это прогноз на июль 2025 года для восходящих тельцов, либо для лунных тельцов, для солнечных тельцов. Я прошу вас обратить внимание, мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильный прогноз, и чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Либо, если вы не знаете точное время своего рождения, хотя бы в каком знаке зодиака у вас находилась Луна и Солнце в момент вашего рождения. Как построить свой гороскоп, как узнать свой восходящий знак и положение планет в вашем гороскопе, об этом я рассказывала в видеоинструкции, которая у вас сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. И эта ссылка будет также размещена в описании, в комментариях к этому видео. В описании, в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на личную консультацию. И теперь давайте поговорим о том, что же ожидает тельцов в июле 2025 года. Напомню, что на начало июля управитель всего вашего гороскопа находится в вашем первом доме гороскопа. Это время для того, чтобы улучшать себя, заниматься своей внешностью, гардеробом, имиджем, может быть, прическу менять и так далее. 10 июля состоится полнолуние в вашем 8-м доме гороскопа. 8-й дом — это дом стрессов, дом кризисов, дом неожиданностей, дом тайн. И полнолуние в 8-м доме гороскопа, оно может давать вообще любое, что угодно, то, чего мы не ожидали. Как правило, это какая-то история, когда то, что мы долго не знали, как разрешиться, каким-то образом разрешается. Может быть, появляются какие-то обстоятельства, может быть, появляются какие-то новости, может быть, появляются какие-то возможности. Также это могут быть какие-то внезапные звонки, внезапные события, внезапные новости и так далее. 13 июля в вашем 11-м доме гороскопа начнет свое ретроградное движение Сатурн, и Сатурн будет в ретроградном движении в вашем 11-м доме гороскопа до 28 ноября. Ретроградное движение планеты — это период, когда по тем событиям, на которые указывает планета, по тем обстоятельствам могут происходить задержки, препятствия, пересмотры решений каких-то, а также может быть шанс повторить еще раз то, что у вас не получилось ранее, то есть попробовать заново. В данном случае о чем говорит Сатурн? Сатурн говорит о том, что в период его ретроградности могут быть такие истории, как попытки несанкционированного, например, списания денег или закрытия ваших счетов. Вы должны быть внимательнее, не соглашаться на какие-то автоматические платежи, которые у вас будут списываться на регулярной основе. Также могут быть истории, когда вы сами, допустим, хотите закрыть какой-то счет, хотите закрыть какое-то предпринимательство, а у вас это не получается с первого раза. Также могут быть истории, когда вам обещают какое-то повышение, возвышение, может быть, повышение заработной платы, и это все затягивается, то есть вас кормят завтраками, вам говорят завтра, послезавтра, вам говорят сначала нужно выполнить план, потом еще что-то. То есть вопросы повышения уровня оплаты труда, повышения до уровня руководителя даже у кого-то, вопросы изменения ваших полномочий, даже если вы обладаете широкими полномочиями, вопросы присутствия вашего в каких-то группах, в каких-то сообществах, допустим, по учебе, либо просто в какой-то социальной сети, например, могут случайно заблокировать, вам нужно будет доказывать. Также может быть такое, что вы повторно куда-то зайдете. Например, если вы где-то бросили учебу, допустим, купили курс, вы на нем не учились, прошло какое-то время, у вас уже там все заблокировано, и тут вдруг вы вспоминаете, у вас появляется время, чтобы этот курс пройти, вы можете писать и просить вас разблокировать, добавить туда и так далее. То есть в первую очередь, конечно, касается вашей какой-то общественной деятельности, вашей учебы, ваших счетов, накоплений
и в том числе еще отношения с друзьями. С 14 по 20 июля, примерно в районе вот 14-20 июля будет тесное соединение Марса и Кету. Марс у нас планета активности, энергии, планета недвижимости, а Кету у нас подобен Марсу, то есть по своей энергетике, по характеру своих действий, резких, импульсивных, то есть когда что-то случается быстро. Поэтому у вас встретятся в 4-м доме, отвечающем за недвижимость, транспорт, место жительства, две планеты, которые могут приносить резкие перемены, которые могут приносить быстрые перемены, которые могут приносить перемены неожиданные. И это может касаться места вашего жительства, это может касаться вашего транспорта, это может касаться недвижимости, отношений с мамой, вообще обстоятельств жизни мамы. Марс и Кету могут давать какие-то странные обстоятельства, связанные с тем местом, где вы живете. У кого-то, может быть, раз не собирались продавать квартиру и в один момент просто взяли и продали. Кто-то не собирался переезжать, в один момент раз все поменялось, обстоятельства поменяли, все развернулось и переехали. Также в этот период 14 по 20 июля могут быть какие-то, например, поломки, скрытые дома. То есть вы ищете, не можете понять, а потом раз и все обнаружилось. То есть вот это соединение Марса и Кету может давать какие-то странности в том месте, где вы живете. Например, там что-то стучит в машине еще тоже, и вы пытаетесь понять, что же там стучит. Всю машину перебрали, не понимаете, что. Марс, Кету разошлись, все понятно, что там стучало. То есть нужно быть бдительными, нужно быть внимательными. 16 июля Солнце заходит в ваш 3-й дом гороскопа и будет там до 16 августа. Транзит Солнца по 3-му дому гороскопа говорит о том, что в этот период прояснится какая-то информация, связанная с поездками, с документами. Может быть, откроется какая-то информация, касающаяся ваших друзей, братьев и сестер, младших, соседей. Также это период на то, чтобы переезжать, кардинально так переезжать, либо отправиться в какую-то такую кардинальную поездку, либо, может быть, в этот период как-то меняются, если у вас, например, есть участок, могут меняться границы вашего участка, которым вы обладаете. Что-нибудь вот такое может быть, даже какие-то с соседями договоренности по поводу того места, где вы живете, либо по поводу вашего автомобиля, либо по поводу вашей квартиры, вашего дома и так далее. В этот период еще мама ваша может куда-то так далеко уезжать, то есть есть период какой-то разлуки с мамой. Но также в это время вы можете быть таким человеком, который засветится в социальных сетях где-то или в кругу друзей, проявит свою какую-то экспертизу, проявит свой статус, может быть, вы там где-то будете как вожатый, как какой-нибудь староста, то есть будете собирать, например, группу какую-то или управлять компанией друзей, организовывать всех и так далее. 18 июля в этом же 3-м доме гороскопа, доме документов, доме коротких поездок, доме братьев и сестер младших, доме друзей, соседей, доме коммуникаций, хобби, станет ретроградным Меркурий. И Меркурий будет ретроградным в вашем 3-м доме гороскопа до 11 августа. О чем говорит ретроградность Меркурия в 3-м доме гороскопа? Конечно, это про то, что могут меняться планы по документам, может быть, нужно переделывать документы, выдали вам какой-то сертификат с ошибкой, либо выдали вам паспорт, в паспорте ошибка. То есть могут быть какие-то задержки, препятствия в получении документов. Также это могут быть задержки, препятствия в начале обучения на курсах. Купили какой-то курс и не можете к нему приступить, откладывается начало, либо вас куда-то не добавляют в группу. То есть, видите, у вас и Сатурн там тоже что-то может давать такие какие-то результаты по обучению. Меркурий тоже ретроградный может давать какие-то задержки по обучению. Это же может касаться, знаете, таких вопросов, когда вы участвуете в каком-то конкурсе, и там какое-то может быть несправедливое судейство, когда не в вашу пользу присуждают, а вы знаете, что вы победили, и вам приходится доказывать, пересчитывать что-то, не знаю, вот какие-то предоставлять факты, документы и так далее, и так далее. Также в этот период могут быть задержки, либо возвраты в оформлении документов на детей, в оформлении документов на учебу, на организацию какого-то мероприятия. Вы можете вкладывать, вот опять же, тут такая
есть история, что вы можете тратить деньги на курсы, на телефоны какие-то, на хобби свои, на какие-то, допустим, предметы для хобби. И, например, вот купили, не подошло, либо купили, вам не то привезли, купили, вам не то привезли. В общем, выбирайте все тщательно. Это еще и дом, который отвечает у нас за коммуникации, поэтому вам внимательно выбирать телефон, если будете покупать компьютер, чтобы все там было четко, гарантия там и все остальное. А 24 июля состоится в этом же третьем доме гороскопа новолуние в доме документов, хобби, коротких поездок. Новолуние в третьем доме может давать вот как раз какую-то короткую поездку, то есть на один день съездить в другой город или в другую страну. Потом новолуние в третьем доме может дать начало обучения на каком-то курсе, появление какого-то нового друга, то есть знакомство с какой-то компанией, либо с соседями, а может быть получение какого-то документа, сертификата, и вот что-нибудь в таком роде. Также это может быть покупка телефона, покупка книги какой-то, покупка каких-то инструментов, материалов и так далее. С 26 июля по 20 августа управитель всего вашего гороскопа Венера будет идти по вашему второму дому гороскопа. Второй дом — это дом денег, дом ресурсов, дом родительской семьи, дом энергии. И так как это управитель всего нашего гороскопа, то есть планета, которая отвечает за наше местоположение, за наши вообще мысли, за то, куда мы больше всего направлены в этот период, то, скорее всего, конечно, вы можете, допустим, заниматься делами ваших родителей, в чем-то им помогать, может быть, советовать, может быть, что-то организовывать. Вы будете направлены также на поиск ресурсов, на поиск денег, может быть, считать, может быть, планировать. Это может быть косвенным указанием на то, что некоторые тельцы могут искать работу в этот период. Но транзит Венеры по второму дому гороскопа все-таки немножко нас растаскивает, дает вот такую вот слабинку дать, купить, потратить больше денег на какую-то косметику, на одежду, на развлечения, может быть, где-то расслабиться в режиме питания и так далее. В целом, я бы сказала, что это достаточно неплохой период, неплохой транзит. Есть еще тенденция на то, что вы можете заниматься эстетическим лечением зубов, зрения, чего-то на лице, то есть какую-то красоту наводить. Также это может быть период, когда вы будете улучшать голос, заниматься ораторским мастерством, может быть, просто вокалом заниматься, петь и так далее. 28 июля Марс заходит в ваш пятый дом гороскопа. Марс в пятом доме гороскопа. Это период, когда мы становимся чрезвычайно ревнивыми по поводу и без. Это период сильных эмоциональных впечатлений. Они могут быть разными. Это и очень сильные эмоции восторга, счастья, но это же может быть и сильные эмоции какого-то разочарования. То есть может быть такое, что вы, например, посещаете развлекательные мероприятия наподобие там футбольного матча, какого-то поединка. Также в этот период вы можете быть более требовательными к своим детям с точки зрения того, что вы можете там их как-то закаливать, в спорт привлекать, на какие-то кружки, может быть, водить или выбирать. В этот период есть тенденция, что в ваших отношениях с партнером могут быть споры по поводу детей, либо по поводу воспитания, по поводу в какой кружок отдать ребенка. Также могут быть споры по поводу выбора развлечений, куда вы, на какой вы концерт пойдете, на какое мероприятие поедете или на какой отдых. В этот период еще есть тенденция на то, что у некоторых тельцов будет временная разлука какая-то с детьми, а кто-то может поехать на учебу, либо по вопросам детей, то есть какие-то поездки на учебу, либо по вопросам детей тоже могут быть. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на июль 2025 года для восходящих тельцов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться и до новых встреч. Пока-пока!